Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный торт, который называется «Чудо». Этот торт готовится с добавлением меда, поэтому он из разряда медовых, но от большинства медовиков он отличается. Во-первых, здесь заварное тесто, во-вторых, заварной крем. Поэтому этот торт действительно чудо, потому что он невероятно нежный и просто тает во рту. А начнем мы с того, что приготовим для него тесто. Итак, для него нам понадобятся следующие продукты. 3 яйца, 60 граммов сливочного масла, стакан сахара, 2 стакана муки, 2 столовые ложки меда, чайная ложка соды и 2 столовые ложки водки. Как я уже сказала, это тесто заварное, поэтому сейчас ставим на огонь водяную баню, то есть кастрюльку, в которой кипит вода. Сверху устанавливаем кастрюлю, в которой будем готовить тесто, и начинаем. Кладем сливочное масло и стакан сахара. И пока это у нас все тает на плите, отдельно взобьем 3 яйца в пышную пену. Масло с сахаром на этом этапе убираем с водяной бани. Не ждите, что сахар полностью растворится в масле. Просто это все должно стать такой единой кашицей. И теперь сюда же добавляем наши взбитые яйца, мед и водку. Снова все это ставим на водяную баню и тщательно размешиваем минуты 3-4. Это все у нас должно хорошо раствориться. Добавляем соду и мешаем до увеличения объема массы. Теперь постепенно за несколько раз добавляем муку. Постоянно тщательно помешиваем. Масса в результате должна загустеть. После этого убираем наше тесто с водяной бани. Если во время этого процесса вы понимаете, что тесто еще слишком жидкое, добавьте еще полстакана муки. По рецепту это допустимо. В общем, в результате у нас должно получиться довольно густое, но при этом мягкое и эластичное тесто. Оставляем его в сторону, пусть остывает. Дальше наше тесто нужно разделить на то количество частей, сколько коржей в торте вы хотите. Я обычно делаю 7. Оптимальное количество 6-8 коржей из этого количества теста. Каждый кусочек теста скатываем в шар. Убираем шарики из теста в холодильник минут на 30. В морозилку их убирать не нужно, застыть они не должны, просто достаточно убрать их в холод. Ну а мы пока за эти полчаса займемся приготовлением заварного крема. И вот что нам для него понадобится. 2 яйца, стакан сахара, 1,5 стакана молока, по столовой ложке крахмала и муки и 180 граммов сливочного масла. Масло нам понадобится позже, но оно должно быть комнатной температуры, достаточно мягкое, поэтому оставляем его, а мы снова ставим водяную баню на плиту. И пока она нагревается, смешиваем все остальные ингредиенты для крема в одной посуде. Высыпаем сахар, муку и крахмал. Добавляем заранее смешанные яйца и слегка все промешиваем. Постепенно вливаем молоко и еще раз все тщательно промешиваем. И теперь наш крем ставим на водяную баню, постоянно и быстро помешиваем и ждем, когда он загустеет. Убираем крем с огня и дальше нам его надо полностью остудить. Он должен стать комнатной температуры, ни капельки не теплым, а чтобы сверху не образовывалась корочка, каждые пару минут его нужно помешивать. Прошло время, мой крем полностью остыл, и теперь в него нам нужно ввести мягкое сливочное масло комнатной температуры. Я его заранее разрезаю на мелкие кусочки, чтобы его легче было вводить в крем. Слегка промешаем масло и затем немного его взобьем. Долго крем взбивать не нужно, достаточно лишь, чтобы масло полностью разошлось и не было масляных комочков. К тому же, если взять слишком талое масло и слишком долго его взбивать, масло может отслоиться и крем будет испорчен. Вот такой заварной крем у нас должен получиться. Готовый крем убираем пока в холодильник, и сейчас мы займемся приготовлением коржей. Рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем из наших шариков теста довольно тонкие коржи. Выкладываем корж на противень, присыпанный мукой. Коржи пекутся при температуре 180 градусов, причем очень быстро, буквально считанные минуты, поэтому не отходим от печки и следим за ними. Горячие коржи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы они не отпотели.
Уже готовые коржи нужно обрезать, причем желательно ровно. Для этого можно использовать специальное кулинарное кольцо или тарелку. Я зачастую пользуюсь просто крышкой. Готовые коржи можно оставить остывать. А пока мы займемся приготовлением крошки из обрезков. Крошку, в принципе, можно сделать и руками, можно нарубить ножом, а можно использовать блендер с измельчителем. Наши коржи остыли, и теперь можно собирать торт. Каждый корж промазываем кремом, включая бока и верхушку. Осталось только бока и верх торта украсить готовой крошкой. Готовый торт нужно оставить в холоде часа на 3-4, а лучше это сделать на ночь. Тогда он пропитается и станет невероятно нежным, просто тающим во рту и очень вкусным. Такой торт, я думаю, точно украсит любой ваш праздник. Если вы любите торты, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, тогда вы точно не пропустите мои новые выпуски. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а у меня на этом все. Приятного вам аппетита. Пока!